Всем огромный привет! Мы продолжаем переделку веранды в ванную комнату. Очередь за электрикой. Отправляемся в магазин, чтобы докупить недостающие элементы для монтажа электропроводки. Нам нужны розетки для подключения водонагревателя и вытяжки на кухне. Берем две наружные розетки на 16 ампер с заземлением. Отрезаем 10 метров гофры из ПНД для кабеля заземления, она черного цвета, и 5 метров гофры ПВХ серого цвета для внутренних работ. Также нам понадобится электрощит для установки автоматов и сами автоматы защиты. Будем менять старые пробки на современную систему. У нас электричество с улицы в дом заведено в помещение кухни, и оттуда уже идет распределение по всему дому. И первым делом нам нужно просверлить несущую стену дома, к которой пристроена веранда, для вывода кабеля в будущий санузел. Наш дом построен из толстенных, смолистых, сосновых бревен, поэтому каждый венец дома у нас высотой 50-70 см, но и толщина у них соответственная, около 30 см. За 50 лет жизни дома смола в бревнах практически окаменела, поэтому сверлить ее очень тяжело и человеку, и перфоратору. Новое шнековое 50-сантиметровое сверло быстро нагревалось и в итоге затупилось. Олег делает штробы в стенах под кабель. Нам нужна глубина каналов от 3 до 5 сантиметров. И со стороны веранды проделать канал в стене достаточно непросто. Под новой обшивкой из сайдинга, которую уже мы ложили, лежит старая сухая штукатурка из далекого прошлого. Принцип у нее, как и у современного гипсокартона, только вместо бумаги толстый слой картона с двух сторон, а вместо податливого современного гипса пуленепробиваемая смесь из гипса и крахмала. Плюс ко всему этот пирог еще украшен толстым слоем масляной краски. Плюс приходится делать канал еще и в окаменевшем дереве. И чтобы не пылить и не пользоваться болгаркой, приходится повозиться. Как говорится, как в той песне, уж я с ней и так, со словами и без слов. В ход пошла и стамеска, и ножовка, и молоток, и топор. Пригодилось все. А вот уже на кухне дела пошли попроще. Стены мы буквально недавно зашивали гипсокартоном, поэтому тут уже работать легко. Разрезаем бумагу с двух сторон и тем самым намечаем необходимую нам ширину канала. И затем уже ножовкой по намеченным линиям выпиливаем штрабу. Срез при таком способе в гипсокартоне получается ровный и без сколов. Проштробил Олег вот такой канал для прокладки электрики. Провода мы пустим в гофре. Здесь будет стоять розетка, скорее всего, на два выхода. Один пойдет на вытяжку, а ко второму я буду подключать свет, который хочу пустить над рабочей поверхностью. Будет он крепиться здесь над ящичком, под ящичком. И вот здесь тоже проштробил, здесь будет выходить кабель, тоже в оплетке пойдет. Здесь будет установлена розетка на два выхода для стиралки и для водонагревателя. Первая линия, которая сейчас выходит в углу, будет идти на санузел. Электрокабель для нее с медными жилами 3 на 2,5 мм. Кабель мы поместили в ПВХ гофру для внутренних работ, она серого цвета. Кроме гофры, кабель в просверленном отверстии для большей безопасности мы заложили еще и в гильзу из металлопласта. Чтобы не делать скруток и не разрезать гофру для выхода кабеля на кухню, было решено вторую линию проложить также изолированно. Здесь уже идет кабель на 1,5 мм. Нагрузка на него будет небольшая, всего лишь вытяжка и свет над столешницей.
Канал с уже заложенным кабелем в гофре заполняем гипсом. Гипс – материал дешевый и к тому же быстро сохнет. Это позволит нам ускорить работу, но работать с ним нужно быстро-быстро. Можно сказать, что до момента отвердения счет идет буквально на секунды. Поэтому замешиваем материал очень малыми порциями. В силу своих свойств гипс не позволяет ровно вывести поверхность под поклейку обоев. И уже после того, как он полностью высохнет и станет светло-серого цвета, выводим ровную стену финишной шпатлевкой. Для монтажа заземления мы купили 10 метров провода для подключения контура заземления к электрощитку. Олег выкопал траншею длиной 4 метра и 80 сантиметров глубиной. И купили арматуру диаметром 12 мм для штырей заземления и перемычек между ними. И металлическую полосу 25 на 4 для соединения контуром с кабелем заземления. Да, еще нам понадобится краска по металлу для закрашивания сварных швов на контуре. На электричество мы приглашали специалиста, электрика. Вот он нам сказал поставить ящик и вот таким образом убрать вверх старый счетчик. Счетчик мы не меняли. И вот какую систему здесь он нам вывел на дом и на санузел. Вводной автомат полностью отключает электричество на дом, в том числе и счетчик. Потом идет у нас диф-автомат, который идет на ванную комнату, там, где у нас стиральная машина, бойлер, защита от утечек. Идет следующий у нас автомат полностью, освещение на 10 ампер, освещение розетки по дому. И шестерка, 6 ампер автомат. На кухне мы подключали вытяжку, и тут свет будет отдельно над рабочей поверхностью. А вот эти вот по бокам шины, что это такое? Это нулевая шина, это заземление. Шина не вынимает заземление. И вот мы сейчас сделали заземление, тоже нанимали того же человека, он нам сделал хотя там и как бы ничего такого сложного нет, но для ускорения процесса, ну и все-таки для надежности мы тоже пригласили его, недорого заплатили, и вот он нам сделал отсюда со счетчика, пробил насквозь, просверлил на улицу. Этот кабель одел в гофру. Гофра какая-то должна быть черная, специальная. Какая, Олег? Что? Да, черная гофра. Серая для внутренних работ, черная для наружных. Серая разрушается. Через несколько лет, сказал он. Да, ПВХ. А кабель? Солнце разрушается, ПНД не солнечным лучам не подвержен. А кабель тоже какое определенное сечение какое-то, да? Кабель десятка, многожильный. И вот он, значит, вывели мы его по контуру дома в сырое место. Обошел угол, у нас заземление обошло. Вывели вот здесь, он установил эту коробку. А в коробке что там? Объясни, что там. Коробка кабель подключается к заземляющей шине, которая идет на контур заземления. Заземление, как обычно, 3 штыря, между ними перемычка. Тоже какие-то тут нормы есть. Сколько он в глубину штырей? 2,5 метра. 2,5 метра штырей в глубину забивал он, сваривал. И между штырями по 2 метра. По 2 метра между штырями расстояние. Всего получается 4 метра, да? Да. 4 метра. Сварил он тут нам на месте. Места сварки покрасил. Ну, в принципе, все заземление. Все, дело сделано. Осталось мне только подклеить обои. Хочу сказать, что решение пригласить на подключение электрики и заземления профессионала было правильным. Это позволило нам выиграть много времени, плюс дало уверенность, что все сделано правильно. Ведь с электричеством в деревянном доме шутки плохи.
Я же с вами прощаюсь до следующего этапа переделки. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи и пока!